Всем привет, дорогие друзья! Говорит и показывает Хакман. Сегодня мы продолжаем прохождение игры Quantum Break. На очереди у нас акт 2, часть 3, который называется Бассейн Брэдбери. В прошлый раз мы с вами, напомню, бегали по каким-то строительным лесам. Да, на нас куча просто врагов, бесконечное число врагов напало. Но зато мы добыли какую-то там схему, по-моему, института, чтобы пробраться туда незаметно. Что-то в этом духе. Это, я так понимаю, последняя часть второго акта. Следующая уже будет видеоролик, так что готовимся. Что же этот часть нам готовит? Ага. Найдите противовес Уилла, проникните в здание. Ну да, точно. После мы взяли братана, взяли эту девушку. Нам нужно проникнуть в здание. Так. Немножко я забыл, что надо делать. Охрана зрения. О. Рабочие тут как раз делали. И мы сейчас по ихнему пути пойдем. Стоп. Ага. Опять заново. Ну ладно. Заново. Да, вот они были. Тут должно быть. Вот. Отлично. Эй! Я нашел проход. Отлично. Нашел проход. Да, Эми. В чем дело? Из университета кое-кого забрали. Моих друзей. Тогда Что с ними случилось? Наверняка их уже отпустили. Монарх убедил их в том, Сюда, что ли? в чем убеждает всех. Что в университете... Ого. Разлом опять случился. Черт. От этих зависаний не избавиться. От Джека. Ага. Так, я так понимаю, сюда. Ничего тут интересного нет. Никто ничего не подозревает. Так, надо этим дверь открыть. Так, вон там что-то лежит. Уилл хранил здесь личные вещи. Какого черта ты тут делал, братец? Отправлял крыс путешествовать во времени? Так, 17 мая 98-го года, говорит Уильям Джойс. Я впервые испытываю машину на животных, а именно Платежка на 12 тысяч долларов за грузоперевозки. Не похоже, чтобы отсюда только старые коробки вывозили. Блин. Это точно. Шрёдингер, иди к Уилли. Ну же, ну давай, все хорошо, все хорошо. Ну что ж, мы наконец отправляем Шрёдингера в машину по коридору по часовой стрелке. При этом он должен перенестись на 5 минут в будущее, то есть появиться вновь ровно через 5 минут после попадания в машину. Бассейн принадлежал тебе с 1999-го? Прошло Почему же ты мне не сказал, Уилл? признаков Шрёдингера. Отличный знак. Там, 2 минуты походу, осталось.
Неудивительно, что ты всегда носился с безумными идеями. Да, точно. Марихуана. Он просто посидел 5 минут в коридоре и насрал в трубу. В общем, я понял, в чем главная проблема моего эксперимента. Мой Привет, Риверпорт. С вами Тереза Седмак. Я заменяю Бобби Редфорда и хочу порадовать Это вас чё? хорошими новостями. Ну тут, короче, дверь открыть можно. Пойдем откроем. Как успехи? В процессе! Впустил. Так, бассейн там. Хорошо, давай Ресепшн. осмотримся. Внизу. Внизу. Это я там наверху еще не молодец. все посмотрел. Погоди-ка, не брат это был. Че-то я сказал, что с братом. Это точно не с братом, а с этой, с полицейской. С братом, блин. Уговорился малость. Так, ничего тут нет интересного. Походу ничего. Ой-ой-ой, как все сияет-то. Стоп, а на ресепшене ничего нет интересного. Вот тут. Да, тут походу давно никто не был. Чё Ты что-то скажешь? нашел? Краска. Еще не высохла. Похоже, тут кто-то недавно был, Джек. Да я бы не Побудь сказал. здесь, а мы проверим, все ли там безопасно. Эта записка адресована мне. 4 июля Will, 2010. включи видео. Бет Уайлдер, это видео для тебя. Ого. Ты убеждал меня не ходить в мастерскую, но я не мог все оставить. Вернулся забрать его, а там как ураган прошел. Противовес исчез, и его забрали, черт. Какого? Сейф пуст. Мне надо знать, у тебя он или нет, потому что если он попадет не в те руки, его сила неизмерима. От него зависит наше будущее, жизнь людей. Неужели мы старались зря? Ты знаешь, где я. Пожалуйста, поторопись. 2010. Ё-моё. Что это было? Он записал это для меня в 2010-м? Что за черт? И сказал, что противовес исчез? Хреново. Надо разобраться. Давай искать дальше. Блин, ну... Я же знаю, что надо открыть что-то. 4 июля 2010. Бет Уайлдер, это видео для тебя. Помоги отодвинуть. Меня не ходить в мастерскую, но я не мог все оставить. Вернулся забрать его, а там как ураган прошел. Противовес исчез, и его забрали, черт. Джек, на видео твой брат обращается ко мне, Мне надо знать, но у я тебя никогда в Открывай жизни его не давай. встречала. Потому что если он попадет не в те руки, А он, видишь, его уверен, сила что его противовес у тебя. неизмерима. Если бы. От него Но он сказал, что 4 июля 2010 года противовес у него украли. Ты знаешь, где я. Пожалуйста, поторопись. Душевая. Но я надеюсь, тут мы узнаем, кто это сделал. Блин, кто ставит прожектор? Право нажать на душевой? кнопку принадлежит тебе. Ого, спасибо. Ничего тут больше нет интересного. Блин, что за провода куда-то тянутся? Вон, пошли. Леди.
как всегда, красная. Твою мать. Это же... Да, похоже на то. Чё, это его лаборатория? Вторая машина времени. И это все меняет. Ни хрена Если она себе. заработает, то и Вообще. противовес не потребуется. Мы просто все исправим. А что, если вообще предотвратить разлом? Вернемся во вчера. Все наладим еще до того, как вся эта хрень начнется. Никто не умрет, Пол не полезет в машину, монарха не будет, то есть разлома не будет. Подожди, Джек. Надо это как следует обдумать. Так не... Я войду в машину как Пол в университете, я помогал ее настроить. Запустить ядро, установить коридор и потом просто ввести дату. Это возможно, Бет. Не уверена, что мы обойдемся без противовеса. Но ты прав. Машина нам понадобится. Вот Охренеть. именно. Начнем с ядра. Никто не хочет разъяснить? Совсем никто? Я видел эскизы этой машины у него в мастерской. Видимо, он спрятал ее тут. Пояснения все еще приветствуются. Так, Так, управление ядром. Где оно? охренительно. Да вот здесь где-то наверняка. Что скажешь? Эми, Что это? боюсь, ты мне не поверишь. Ну, за последние 2 часа я узнала, что у монарха есть личная армия. Коридор. Он запускается ключом. Ключом Уилла. Тут говорится, что надо обнулить ядро. Ага. А как оно выглядит, не говорится? Круглая штука посередине, наверное. Судя по чертежам, противовес он проектировал 11 лет, с 99 по 2010. Само по себе это не удивительно, но машину времени-то он собрал за 2 года. Охренеть. О, он бед писал. Так, походу придется спускаться. Да-да. Да, все правильно. Доступ к ядру. Вот она. Эй! Кажется, я могу обнулить ядро отсюда. Ты точно понимаешь, что делаешь? Без понятия. Но я помогал Полу налаживать машину в университете. Из-за чего разлом и возник. Слушай, Уилл знал, что расчеты не верны. Надеюсь, это означает, что он знал, что делает. К ней Уилл нас и вел. Надо ее испытать. Перво-наперво ядро. Блин, ты уверен, что ты делаешь? С ее помощью мы можем найти противовес. Даже я Сейчас не знаю, увидим. что я Все еще делаю. обнуляется. Ядро готово. Надо запустить его из будки управления. Так, Судя по вот монитору, как управляется все отсюда. Да. Ты такой умный стала. Была не была. Чтобы задействовать, жмите W. Жмем. Как ты медленно жмешь. Что это было? Все нормально. Активировано. Нормально. Нормально. Она работает. Чем Взаправду работает. Хорошо. Теперь запустим коридор. Вот точно, оно не должно так открыто быть. Сюда, что ли? Я пока не могу ввести дату. Да, ты не можешь вести. В 1997-м Уилл получил большой грант. В 99-м он успешно собрал машину времени. Но сам испугался своего открытия. И никому ничего не сказал. Ага. Тут мигает огонек. Может, ты это ищешь? Так, где коридор? Что ты там?
Сработает. Должно сработать. Вы что, этой дурой еще и пользоваться собрались? Правда? Блин, да молчи ты. Я тут Я пытаюсь... гляжу, вас не смущает, что тут все держится на честном слове и на скотче? В буквальном смысле на скотче. Ладно, Точно. согласна. Коридор Отличная где идея, вышел. конечно. Что может пойти не так? Слава богу. А так должно быть. Это ключ Уилла так сделал? Да. Он оставил ключ от машины времени в багажнике своего драндулета. А тут что? Нашел там что-нибудь? В этом мой брательник. Нет, ничего понятного. Родители погибли в автокатастрофе Это в не к добру. аэропорте. Черт. Только бы машина еще работала. Что это? Что? Ну чё, походу мне туда лезть надо, да? Правильно я понимаю? Нет. Что? Чтоб тебя! Не знаю. Все же работало. Попробуй еще. Черта с два! На Ты этой сам панели все видел. написано Машина вот Мы неисправна. этого не знаем. Наверное, Ты не она- подготовлен, и ты ничего не исправишь, Так, только сделаешь замечательно. хуже. Нельзя Сам же знаешь. вообще не пытаться. Терять близких тяжело, я понимаю. Но тут мы бессильны. Нам машину не починить. Но я знаю, кто сможет. Ну-ка. София Эмерл. Ученый из Монарха. Я видел запись с ней возле эпицентра. Главное по хроноисследованиям. Она будет на банкете в Монархе, но там такая охрана, что муха не пролетит. Это если без приглашения. Пол сказал, что ждет меня на этой вечеринке. Боюсь, он это не по-дружески сказал. Джек, нет. Я уже пришел на вечеринку. Конец второго акта. На этом прохождение на сегодня мы заканчиваем. До встречи в следующем акте.